небесный край. Пусть ковер самолет от забот унесет на восток, куда сказка зовет. Город цветов, лепестков роз и розовой воды. Место, где приятный аромат цветов Мухаммади, так называют дамасскую розу иранцы, идет по задворкам и привлекает множество туристов, когда здесь проводят церемонии сбора розовой воды, и весной толпы людей приезжают сюда посмотреть именно на это. Но у меня остались совсем другие воспоминания об этом городе. Ни травинки, ни дерева, ни звука. Сводящая с ума тишина песков. Окраина центральной пустыни Ирана. Земля и небо доставят вас сюда. Все, что нужно сделать, это собрать чемоданы и отправиться в путь в город Кашан. Грехом было после путешествия в Исфахан не заехать в город Кашан, который находится в 2 часах пути на автобусе. На улице стояла знойная жара, отбивающая всякое желание хоть как-то активничать и тем более куда-то ехать. Особенно в пустынный, жаркий климат Кашана. Муж-иранец упирался до последнего, но против лома не нашлось приема, поэтому мы здесь. Друзья, мы в автобусе и отправляемся в Кашан. А когда мы заказывали через интернет билет автобусный в Кашан, там было написано, что согласно правилам автобусных перевозок запрещается ханумам, женщинам сидеть на первом и втором сидении, то есть около водителя. В автобусном билете в строке маршрут указано, что хиджаб – это ваш иммунитет и защита, это не ограничение, только защита и иммунитет от чего? Очень интересно. Ну, как часто это бывает в Иране, пишут одно, но люди делают совсем другое. В дальнейшем в этой же поездке нашла ответ на свой вопрос. Увидела несколько плакатов, которые разъясняли защиту и иммунитет, от чего гарантирует женщине хиджаб. Во-первых, от муравьев, а во-вторых, от назойливых мух. Ведь женщина с хиджабом – это крепкий орешек в скорлупе, вкусная шоколадная конфета в обертке. Без хиджаба ты червь на рыболовном крючке шайтана. В городах можно увидеть различные плакаты и баннеры на эту тему. Как только власти не проводят здесь культурную работу, пытаясь креативно достучаться до женского целомудрия. А что отвечает общество? У иранцев есть такой же креативный ответ. Почему человек не касается оголенного провода? Почему в руки берем провода, которые покрыты защитой? Культурные старания властей прорастить, зародить любовь к покрытию в женщинах возмущают многих граждан, ведь иногда в ход идут самые нелепые сравнения и угрозы. Например, на этом плакате написано: «Опыт говорит, что с надлежащей одеждой вам ничего не угрожает. Дословно, вы не увидите ущерба, повреждения, вреда». Здесь идет отсылка к опыту коронавируса, и на баннере изображен медработник, который с ног до головы покрыт и защищен спецодеждой. Я так понимаю, что под всеми этими муравьями, мухами и опасными шайтан-майтанами подразумеваются бедные иранские мужики. И невольно возникает вопрос, а это только местные муравьи такие опасные? За границей-то на конфетах и фантики полегче и потоньше, и муравьи как-то живут себе спокойно. На этом плакате написано: «Было бы хорошо, если бы девушки вместо узких манто думали бы об узких могилах». Для вникания в смысл написанного мне понадобилась, так сказать, пояснительная бригада. О какой узкой могиле идет речь? Оказалось, что согласно их религии, в первую ночь после того, как тело похоронят, к нему приходят 2 ангела – хороший или плохой, в зависимости от того, сколько человек грешил на земле. И вот плохой ангел начинает сжимать могилу и давить грешное тело всем бременем его грехов.
При положительных деяниях могила становится шире, и душа обретает покой. Друзья, тем временем мы уже приехали в Кашан. При въезде в город, честно говоря, я немного расстроилась. Мне показалось, что город очень похож на город мужа Харамабад. Но это было мое первое впечатление, пока мы не приехали в исторический район города, где я забронировала отель. Я еще ничего не видела, но у меня уже был эффект вау, эффект погружения в сказку «Волшебная лампа Аладдина». Арабская ночь, волшебный восток. Стоп! Почему арабская ночь? Потому что в песне из диснеевского мультфильма 92 года «Аладдин» поется... Добрый путник, войди в славный город Багдад. Ой, в общем, это старая история перетягивания на себя одеяла персидской истории и цивилизации арабами. Ведь территория древнего Ирака более 11 веков была частью Ирана, и в период сасанидов даже называлась Дель-Иран-Шахр. Пошли арабские вторжения, и этот регион стал частью мусульманской территории. Тогда и был основан Багдад. Благодаря усилиям иранцев, которые имели огромное влияние при дворе аббасидов, начался перевод наук персидского, сирийского, греческого на арабский язык. Сказка «Тысяча и одна ночь» возникла в Индии и была переведена на древний персидский язык до вторжения македонского. Но вот в III веке хиджры была переведена на арабский после арабского вторжения, когда Багдад был центром науки, обучения и литературы. Друзья, мы приехали в замечательный город Кашан и сейчас находимся в традиционном доме Сана. Здесь мы на 2 ночи сняли себе номер. Очень надеюсь, что этот город нам понравится. Это также исторический город. Иранцы, когда слышат, что мы сейчас в этом сезоне приехали в Кашан, говорят: да как это так? Ведь там же так жарко. Честно говоря, даже мой муж, когда я ему сказала, что давай с Исфахана направимся в Кашан, был немного против, так как накопилась усталость после Исфахана, и естественно, что для иранцев такая жара считается невыносимой и непригодной для путешествия в данный регион в этом сезоне. Но я была стойкой и упрямой, сказала: нет, давай все-таки съездим. От Исфахана до Кашана всего 2 часа езды на автобусе. Мы достаточно быстро приехали в очень комфортных условиях внутри автобуса. Посмотрите, традиционный дом. Я на фотографиях, когда видела подобного плана дворы, мне всегда очень хотелось посетить такие места. Здесь, как в старинные времена, есть такой небольшой пруд, бассейн, в котором даже есть вода. Нам выделили небольшую комнату. Давайте я вас с ней познакомлю. Очень интересно. Мы находимся на нижнем уровне. Здесь комнаты считаются немножечко похуже, наверное, и стоили пониже по цене. Вижу, что везде оборудовано камерами двор. Мы сначала думали, что, может быть, здесь вообще нету в комнатах никакого замка. Однако нет. Сейчас я увидела, что замок вот такого плана с ключиком, то есть мы можем спокойно отсюда уходить. Итак, добро пожаловать в наш номер. Сейчас я вам проведу краткий обзор. Это небольшой двухместный номер. Посмотрите, он сделан в таком старинном традиционном стиле. Расположенная здесь в арке двухместная кровать. К сожалению, многие писали в отзывах, что одного одеяла не хватает для 2 человек. Для нас вполне возможно, что также будет ее не хватать. Мы вообще привыкли спать под раздельными одеялами. Очень-очень важно в Иране, чтобы в номере работал кондиционер. Здесь он исправный, рабочий, нас это очень радует. Здесь минимальный набор удобств, так это назовем, но, в общем-то, достаточно для того, чтобы здесь провести ночь. Какие здесь минусы, я бы это назвала? Очень сэкономили на одноразовых принадлежностях. Например, обычно в отелях выдаются одноразовые тапочки. Здесь это обычные резиновые тапочки. Хорошо, что их 2 пары, мужская и женская пара есть. Также для нас было очень важно, чтобы были удобства в номере, то есть душ и туалет внутри.
Здесь также это есть. Как и в предыдущем отеле в Исфахане, здесь также стоит европейский туалет с гигиеническим душем, можем наблюдать. Но опять-таки, что я вам говорила по поводу одноразовых принадлежностей. Здесь мыло стоит в дозаторе, то есть это не одноразовый кусочек мыла, как во многих отелях есть. 2 полотенца нам выдали. В общем-то, чем богаты, тем и рады. Сколько стоит здесь вот такой вот номер? $17,5 нам он обошелся за одну ночь, включая завтраки. Завтраки включены. Положены вот такие замечательные беседки на террасе. И вообще мне муж говорит, что раньше дома были именно вот такого плана. То есть семьи жили в одном жилом комплексе, и был общий двор, куда могли выходить люди отдыхать. Чаще всего с таким же небольшим прудиком, с бассейном. Поэтому очень интересно, на самом деле, приехав сюда, мы прям нырнули в какую-то такую вот традиционную прошлую историю. Мне кажется, что здесь будет очень интересно по вечерам сидеть, смотреть на небо, может быть, даже кальян курить, пить чай. Посмотрим, какие здесь есть условия, что здесь могут предложить. Наконец-то мы выбрались на прогулку. Конкретной цели посещения каких-либо объектов сегодня у нас не было. Но разведать обстановку и что находится вблизи – святое дело. Глянула на карту, недалеко от отеля находился какой-то базар. Направились туда. Ну и, конечно, мы были в поиске места, где можно было поужинать. Итак, город Кашан. По поводу названия города есть несколько версий из разряда домыслов и гипотез. Например, некоторые полагают, что название связано с народом Касси, кассианцами. Это древний народ в горах Загроса и Вавилонии. Исходя из этого, с течением времени название было искажено с Касьян в Кашан. Также существует лингвистическая теория. Коши на фарси означает плитку. Поэтому название Кашан увязывают с высококачественной индустрией производства плитки в этом регионе. Друзья, как я уже упоминала, Кашан знаменит своей розовой водой. Ежегодно весной с середины мая по июнь здесь проводят церемонии сбора роз, посмотреть на которые приезжает огромное количество иранцев со всех регионов. В основном церемонии проводят в большинстве городов вокруг Кашана, которые расположены в горах, ведь цветы роз в этих районах хорошего качества. Ранним утром, когда солнце еще не прогрело воздух, туристов отвозят в сады для сбора и отбора роз. Такие цветы более свежие, и из них изготавливают более качественную розовую воду. История праздника сбора роз восходит к 7000 лет назад. Археологи обнаружили цветочные мотивы, сохранившиеся на древних предметах. Впервые именно иранцы смогли извлечь эссенцию розовой воды из роз методом дистилляции лепестков. Этот традиционный метод поддерживается до сих пор. Для приготовления розовой воды используют большой медный котел 120-150 литров. Туда высыпают лепестки и наливают воду. Котел ставят на плиту и закрывают крышкой. При кипячении образуется пар, который по трубкам поступает в специальные стеклянные емкости, где охлаждается и превращается в жидкость. Есть несколько видов розовой воды, и цены на нее разные. И чаще всего на рынке не понимаешь, почему это дороже, а это дешевле, от чего зависит цена. Есть тяжелая розовая вода, она более концентрированная, ядреная. Для ее приготовления используют 30-35 кг роз. А есть легкая, она меньшей концентрации из-за меньшего количества цветков, примерно 10-20 кг. Есть еще розовая вода двойного огня. Ее называют ду-о-тише. Есть и тройного огня. Это когда процесс дистилляции проводят дважды, а то и трижды. Такая вода имеет горький вкус. И есть разбавленная вода. Это когда после процесса дистилляции цветочные остатки снова повторно перегоняют. Получается вода самого низкого качества и концентрации. Друзья, самый главный вопрос – а что же с ней делать? Чаще всего розовую воду иранцы добавляют в чай. Мне самой такой способ очень нравится.
Помимо чая добавляют в десерты, каши, в домашнюю халву. Женщины используют ее в качестве тоника для лица. Я тоже какое-то время протирала лицо розовой водой, но лично мне не нравился после ее высыхания запах на коже. Сестра мужа часто протирает ватным диском розовой водой свое лицо. И я уже моментально ощущаю этот запах. Сначала я не могла понять, что за запах исходит от нее. Не могу объяснить почему, но у меня возникала какая-то ассоциация с запахом старости. А потом я поняла, что это от розовой воды. Друзья, это исключительно какие-то мои субъективные ассоциации. В бутылке, в пище мне запах очень нравится, но на коже нет. Честно говоря, в этом году мы не попали на церемонию сбора роз. Но в наш приезд просто сезон уже был закрыт. Но я уверена, что помимо этого здесь найдется что посмотреть. Итак, сегодня мы прогулялись по рынку просто так, без цели покупки. Мне показалось, что каждое здание, улица в этой части дышали прямо своей историей. Архитектура также мне очень откликалась. Мы искали место, где же можно наконец-таки перекусить. Градус раздражительности голодного и уставшего мужа иранца стал повышаться. На всякий случай прикупила лаваш и белый сыр. Тем более, что завтра у нас по плану поездка за город. По карте нашла кафе с манящим названием «Бам», то есть «крыша». Захотелось поужинать там. Я прям представила себе уютное место на крыше, а внизу весь этот древний город с куполами и традиционными домами. Мы попали в настоящий лабиринт с узкими проходами и высокими стенами. Двигались по навигатору. Иногда казалось, что в конце улицы тупик, как вдруг мы находили узкий проход. Я была в полном восторге. Чувствовала себя игроком какого-то квеста. Без навигатора здесь бы точно заблудились. Наконец-то мы нашли нужное здание. Сначала лестница нас вывела на второй этаж, а кафе находилось повыше. Традиционные дома Кашана – типичный пример иранской архитектуры. Я много слышала о них, но впервые увидела вживую здесь. Может быть, поэтому осталась под таким впечатлением. Дома созданы так, чтобы сохранить приватность и создать прохладное пространство летом внутри. Центральный двор – основной элемент таких домов. Открытое пространство внутри для времяпрепровождения и социального взаимодействия. Все, что внутри стен в пределах двора, скрыто от посторонних глаз. Это результат тысяч лет планирования и опыта иранцев, которые стремились достичь жизни мечты в суровой природе пустыни. Разнообразие и количество старых домов в Кашане не имеют себе равных среди всех городов Ирана. В меню кафе посетителям предлагали только напитки, из еды посерьезнее здесь ничего не было. Так сказать, пригодился лавашек, купленный мной совсем недавно. Здесь мы попробовали обалденно вкусные шейки и затем в поисках еды переместились в другое заведение. Сегодня наш первый день в Кашане, сейчас уже без 10:09, и мы до сих пор не ужинали. У нас в этом путешествии так только и получается. И вот мы приехали в Кашан, вышли вечером погулять, и, честно говоря, когда я только приехала в Кашан, я была сначала разочарована, мне показалось, я как будто вернулась в Харамабад. Такие же улицы, все такое же, не знаю, ничего не впечатлило. Но здесь город, мы сейчас гуляем, в чем вот изюминка и прелесть путешествия на своих двух. Мы вводим какой-то ресторан в карту Google, например, что-то какое-то кафе, точку питания ищем. В Кашане абсолютно другая архитектура. Все дома такие сделаны из глины, то есть покрытие глиняное, очень узкие улицы. Мы заходим в какую-то подворотню, узкий двор, утыкаемся в, кажется, какой-то тупик. А если присмотреться, там, оказывается, есть какой-то тоненький выход, очень узкий коридор. В общем, нам так понравилось, мы как будто попали в сказку. А для мужа это как Assassin's Creed, игра компьютерная. Да, или «Принц Персии». Реально вообще очень классно. Тебе стоит свернуть в один угол, в одну улочку,
и перед тобой открываются сотни каких-то переулков, таких узких, и все так интересно. Мы гуляем, вечер, темно, но достаточно безопасно, то есть мы не столкнулись еще, слава богу, ни с какими опасностями. Единственное, что немножко раздражает, постоянно проезжающие мимо мотоциклы либо машины в этих узких улицах, и чувствуешь себя не совсем уютно в этот момент. А мы сейчас зашли в кафе, совершенно случайно его нашли, обратили внимание, что здесь все дома вот в таком традиционном стиле, с небольшим бассейном посредине. Это уже второе место, куда мы зашли. Здесь есть какие-то попита, не знаю, что это такое. То есть что-то вроде как пиццы, но объяснили на лепешке. Мы заказали одну попиту с курицей, я заказала себе традиционно, по классике жанра, салат «Цезарь». Я что хотела сказать, друзья. Девушка, которая официантка, я заметила на ее шее засос от поцелуев. Интересно, посмотрите, система охлаждения какая. Я сначала не понимала, что же это такое. Проведена такая система ирригации, и таким образом освежают пространство. То есть мы сидим, и тут ни с того ни с сего, вот, посмотрите, опять. То есть очень мелкодисперсионные брызги воды. Таким образом сухой воздух охлаждается и освежается. Очень интересная система. Мы из Исфахана сюда попали в абсолютно другой мир, и нам очень нравится. Так закончился наш первый день в Кашане. По узким извилистым улицам вернулись в отель, ведь завтра предстоит очень насыщенный день. Утро – время завтрака. Завтрак представлял собой набор готовых продуктов, порадовало наличие кофе и сладкий арбузик. Даже в самом дальнем, недоступном, либо всеми забытом месте всегда можно встретить там китайских туристов. Девушка молодец, пока я здесь тухла в платке, брюках, рубашке, налегке разгуливала в маечке и шортах. Затем по лестнице прошли чуть выше и оказались на крыше нашего отеля. Посмотрим, как выглядит эта местность сверху днем. Я была в шоке от увиденного. Мы находились буквально над руинами. Скорее всего, и наш отель имел такой же вид. Так выглядит настоящий город. А все эти красивые глиняные стены, вылизанные дворы – это результат реконструкции. В регионе Кашан 800 домов, имеющих историческую ценность. 105 из них зарегистрированы в списке национальных памятников. Туризм в Кашане, можно сказать, процветает с возрождением традиционных домов. Кашан был построен самими людьми. Причина архитектуры таких исторических традиционных домов в том, что отцы в силу своих финансовых возможностей строили большой дом для совместного проживания и только одну комнату выделяли для гостей. Экономические и культурные условия иранского общества постепенно менялись. Стремление молодых пар к независимой жизни привело к тому, что некоторые дома постепенно стали необитаемыми и пришли в упадок. Пока деятели культуры возмущены, почему исторические памятники продаются в частные руки для строительства отелей, духовенство требует большего контроля над традиционными домами-отелями в Кашане. Через 10 лет у нас в Кашане будет 200 неконтролируемых традиционных домов, и мы не знаем, что в них происходит. Говорят, что в некоторых домах подают вино, большинство гостей из европейских стран. И их ночь – это наш день. Идет культурная агрессия на религиозные города. В этом комментарии имелись в виду незарегистрированные дома, когда некоторые иранцы переоборудуют собственные жилые дома, традиционные без регистрации. Но власти надеются, что с помощью должностных лиц и владельцев отелей они смогут предотвратить такие проблемы. Честно говоря, Кашан на меня произвел огромнейшее положительное впечатление. Перед тем, как ехать в этот город, я очень сомневалась. Данный город знаменит своей розовой водой, и многие туристы посещают этот город именно в сезон, когда собирают цветки и вываривают и делают из них розовую воду. И, например, моя невестка посещала этот город именно в этот сезон. К сожалению, мы не успели, этот сезон прошел.
И я у нее спрашиваю, говорю, стоит ли вообще ехать сюда, в Кашан? Говорю, что здесь есть посмотреть? Она мне говорит, ну, там деревья, город в деревьях. И когда мы сюда приехали, я была удивлена, потому что мы, конечно, поселились в историческом районе данного города, и ни о каких деревьях здесь и речи не может быть. Очень многие иранцы, когда я выставляю фотографии в сторисах, говорят, ой, так ты, наверное, в Язде. В Язде мы, к сожалению, еще не были, но я так поняла, что примерно так же выглядит и город Язд, который мы обязательно также посетим. Друзья, почему мне здесь очень понравилось? Такие узкие улочки. Я себя почувствовала, как будто бы в сказке Аладдина, либо, как здесь говорят, принц Персии. Посмотрите, насколько близко расположены крыши. Те, кто занимается паркуром, мне кажется, здесь просто для них разгулье, потому что они могут перемещаться с одной крыши на другую. Обратите внимание, здесь даже как в сказке, на вот этих столбах торчащие деревянные трубы. Мне кажется, на них прям вот так вот зацепился, сделал сальто и поехал дальше. Удивительный город, особенно вот эта вот историческая часть. Данный город безопасный. Мы сколько здесь не гуляли в узких улочках, хотя сами иранцы говорят, ой, как опасно, темно. С нами, не знаю, ничего не случалось, слава богу. Все здания покрыты вот такой вот глиной. Она перемешана с сеном, я так понимаю. Где-то есть и мелкие камушки, для того, чтобы сохранять прохладу летом и тепло зимой. Кашан – это палящее солнце, сильная жара, сухое жаркое лето, мало осадков зимой, большие перепады температур днем и ночью. Поэтому на крышах многих домов можно увидеть вот такие ветроуловители. Это такие каналы, которые размещали в летней части каждого дома. Сверху есть отверстия, которые обращены в желаемом направлении ветра, направляя поток ветра в эту часть дома. Они строились в различных формах по всему Ирану в зависимости от климата и направления ветра. Ловец ветра – это естественная и высокоэффективная система кондиционирования воздуха. Чистый воздух с крыши залетает в эти отверстия сверху. В темном колодце туннеля воздух становится тяжелее и медленно опускается вниз, попадая в комнату через отверстие канала, напоминающего камин, протекая по нему и принося свежесть и прохладу внутрь дома. Самое интересное, что зимой, когда температура воздуха на улице ниже воздуха внутри этого охладительного колодца, поток воздуха прекращается, и эта система перестает работать. А мы едем в самую знаменитую деревню в Иране под названием Обьоне. В этом нам помог администратор нашего отеля. Когда мы у него стали спрашивать о том, как туда добраться, он предложил свои услуги за умеренную цену. По дороге мы много разговаривали. Наш гид был из тех, кто активно расхваливал свою страну и рассказывал исключительно о положительных достижениях в духе того, что раньше при шахе не было мобильных, а вот сейчас, после революции, все есть. И почти всю страну газифицировали, и очень много университетов открыли. На его лбу красовался отпечаток от камня, которого касаются тем самым лбом во время молитвы. Как говорят, так молился, что голову расшиб. Такие часто можно видеть у системных людей, которые кичатся своей приверженностью религии. По пути удивили отдельно стоящие дома прямо на горе. Вокруг не было никакой инфраструктуры. Очень любопытно, как так живут. Затем мы проехали мимо памятника шахидам Ирано-Иракской войны. Сверху красовался военный самолет. Наш гид объяснил, что его установили в честь 8 пилотов, все из которых были родом из этой маленькой деревеньки, куда мы сейчас едем. Самым знаменитым видом деревни Обьоне является такое фото. Налепленные друг на друга домишки красного цвета. Ну согласитесь, очень необычно и красиво. Деревня находится в 88 километрах от Кашана. И здесь уже чувствовался абсолютно другой климат. Нас обдувал прохладный ветерок, и в целом была очень комфортная для прогулки погода. Точной документированной истории этой деревни нет, но говорят, ей около 1400 лет. Название этой деревни на местном языке звучит как Виона, что означает ива, а Виана – земля ив. Говорят, что когда-то здесь было много ивовых деревьев. Деревня славится своей уникальной архитектурой и красными домами. Дома построены с использованием красной почвы, добываемой из шахт, прилегающих к деревне.
Дома Обьяне построены ступенчато на склонах горы Каркас, таким образом, что крыша нижнего дома образует двор верхнего. Для посещения здесь много исторических памятников, таких как огненный храм зороастрийцев Харпак, старые бани, музей. Но главной жемчужиной этого края являются его местные жители. Горная природа, удаленность от населенных пунктов создали здесь своеобразное закрытое пространство для своих. Жители сохранили многие обычаи и традиции. Свой диалект, своя традиционная одежда – символы их аутентичности. Я с нетерпением бродила по пустым улицам деревни в ожидании знаменитых местных бабулечек в ярких платочках с цветами. Женщины здесь носят длинные плессированные юбки и большие рубашки с квадратным вырезом, а мужчины – свободные брюки и длинные блузы. Фото местных женщин на фоне красной деревни стали известными на весь мир. Мне тоже хотелось сделать такое фото, поэтому пришлось поохотиться и поискать местных жительниц. Первая бабуля с недовольным лицом отказалась фотографироваться. Вторая, честно говоря, тоже, но предложила нам купить у нее пастилу и курагу. А мы с радостью согласились, ведь для этого она нас пригласила к себе домой. Жители деревни Обьяне все пожилые, их дети переехали в большие города. Говорят, что новое поколение жителей высоко образовано, и где бы они ни находились, независимо от образования, социального статуса, приезжая сюда навестить своих родителей, снова надевают свою местную одежду. Мне было очень интересно посмотреть, как выглядит жилище местных жителей, так как с улицы иногда кажется, что все какое-то неживое, заброшенное, порой даже не верится, что в деревне течет жизнь. В общем-то, конечно, внутри дом смотрелся достаточно скромно. Купили у бабули пастилу и сушеную айву по цене выше обычной. Ни копейки она нам не уступила, ну и ладно. Попросила сделать с ней фото. Она согласилась при условии соблюдения мной хиджаба. Такая заявочка меня немного удивила. «Мне не нравятся люди без хиджаба», — сказала она мне. Нашли у нее в доме цветастый платочек, который я накинула на себя вместо кепки, и мы с ней сфотографировались. Потом еще в нескольких местах мы видели местных жительниц, которые одиноко сидели, скорее всего, вблизи своих домов и продавали домашнюю продукцию. Друзья, мы гуляем по деревне Обьяне и заметили, что разные дома имеют разные входы, разные двери, и на них находятся вот такие вот, как это называется, ручки. Здесь они не отличаются друг от друга. И вы знаете почему? Потому что в этом доме живут женщины. На предыдущих домах мы видели разные ручки. Одна предназначалась для женщины, вторая для мужчины. Даже для детей. Да, даже для детей отдельная маленькая ручка была. А здесь нам объяснили, что они одинаковые, потому что здесь живут женщины. И здесь нету специальной ручки для мужчин. Это говорит о том, что нежелателен вход мужчин, то есть здесь живут женщины. Вот эти вот окна нам объяснили, что они остались со времен древних, и здесь нет ни одного гвоздя в них, то есть они были созданы без единого гвоздя. Очень интересно. Гуляя по деревне, наш гид снова начал мне объяснять, что вот до революции газ в Иране был только в 4 городах, а в деревнях его вообще не было. А вот после революции, например, сейчас в Иране примерно 1400 городов, и везде есть газ. А деревень здесь примерно 50 тысяч, и в более чем 40 тысячах деревень проведен газ. С нашим гидом мы прошли к источнику, вокруг которого отдыхали туристы на покрывалах. Затем мы походили по куполообразным крышам бань, которые уже не функционировали. Затем мы заглянули на маленькую торговую улочку. Здесь продавали местные красивые платочки и халатики, в которых разгуливали те самые бабулечки. Честно говоря, меня посетила мысль что-то купить. Но я понимала, что эта одежда здесь, в границах этой деревни, смотрится актуально и очень эффектно. А за ее пределами я буду выглядеть нелепо, и все это будет у меня пылиться в шкафу. Поэтому мы с удовольствием посмотрели на все эти красивые товары ручной работы, но от покупки воздержались.
Единственное, что купили, это к чаю сухой белый тут и спрессованную в кубики пудру бузины. Я впервые такую увидела, стало любопытно, поэтому решили приобрести. Затем гид отвел нас в местную Хусейнию. Это здание – такое религиозное культурное учреждение для проведения религиозных ритуалов и церемоний, особенно траура по Хусейну, первому имаму шиитов. Затем нам показали узкую улицу мира. Раньше, когда два человека ссорились, местные приводили их сюда. С разных сторон ставили, и они должны были пройти этот узкий проход. И так как он являлся очень узким, чтобы его пройти, поссорившиеся вынуждены были помириться внутри. В конце маршрута нас повели на гору, в место, о котором сами туристы не знают и не доходят. По пути видели какие-то входы в пещеры, оказалось, что это склады местных жителей. Не зря мы сюда топали. Посмотрели на разрушенные стены замка, и перед нами открылся тот самый знаменитый вид на красную деревню Обьяне. После дневного намаза нашего гида мы вернулись в город, уставшие, но под огромным впечатлением от увиденного. Мы продолжаем нашу экскурсию. Находимся все еще в Кашане и сейчас приехали в самый большой подземный город в мире. Уи! Я, как только зашла сюда, побоялась, потому что у меня может быть какой-то приступ клаустрофобии. До нас была большая группа школьников. Мы подумали, что сначала все-таки пусть они пройдут, потому что как только я зашла в эти узкие коридоры, я почувствовала, что у меня могут быть проблемы. Поэтому мы решили подождать, пока группа школьников пройдет, вся эта многолюдность уйдет, и мы сможем побыстрее пройти самые узкие коридоры, самые узкие, самые темные, потому что сказали, что в дальнейшем нас ждут комнаты пошире. Поэтому мы сейчас немножечко ждем нашего тургида и отправляемся в путь. Друзья, на входе в подземный город находится вот это вот огромнейшее помещение. Это хранилище воды в прошлом. Оно наполнялось природной водой самостоятельно, мне так объяснили. И вот доходило до вот этих вот начала куполов. Как только вода переливалась, она вытекала из вот этой вот из этого треугольного отверстия. Я так поняла со слов нашего гида, что раньше здесь не было вот этого вот выхода, и здесь снизу были две трубки, и люди для того, чтобы взять воду вручную, то есть с помощью каких-то корыт, с помощью ведер, им необходимо было по этим ступенькам, по которым мы сюда спустились, то есть они по ним спускались и поднимались, и таким образом здесь снизу набирали воду и выносили ее на поверхность. Таким образом, это водохранилище жителей вот этого вот района. Уже в дальнейшем нам объяснили, что здесь продолбили вот этот вход для туристов. 8 дней только долбили вот эту вот арочку. Вместительность данного водного хранилища 1 миллион 400 тысяч литров, я так поняла. Высота данного хранилища 14,5 метров, но водой заполнялось 11 метров. Остальное расстояние заполняют вот эти вот купола. Место, где приходится проходить через узкие переулки, чтобы достичь удивительного мира, где таинственные и странные крики, тишина истории и когда-то шумный звук глубин земли не мог быть услышан ни одним живым существом. Мы приехали в Нуш-Абад, город в сердце земли, который имел военное и оборонительное значение от натиска иностранных захватчиков и врагов. Это трехэтажный город на глубине от 4 до 18 метров под землей. Сегодня только некоторые части доступны для посещения. Эта рукотворная архитектура известна также под словом «Ои». Именно так местные жители звали друг друга, находясь здесь внутри.
Подземный город Нушабад был случайно открыт человеком, который просто хотел вырыть колодец в своем доме. Во время монгольского нашествия здесь было убежище для жителей. Этажи соединяются колодцами высотой по 3, а то и по 5 метров, которые идут вертикально вниз, затем путь продолжается горизонтально и снова идет вверх. На каждый этаж и в каждое помещение предусмотрены отдельные входы. Конструкция этажей выполнена таким образом, что любой желающий войти в комнаты должен двигаться снизу вверх. Таким образом, жителям гораздо легче было защищаться от врагов. На колодцах устанавливали каменные крышки-плиты, которые во время опасности или попадания дыма блокировали вход. Около колодцев также были бутовые камни, которые скидывали на головы врагам. Комнаты использовали для проживания семей во время опасности, а вход сюда осуществлялся через искусственные колодцы в домах жителей. Тропы были спроектированы так, чтобы пройти мог только один человек. Все коридоры построены под углом, и это исключает прямой обзор различных пространств, и невозможно было легко все осмотреть и найти всех спрятавшихся людей одним взглядом. Я была в восторге от увиденного. Это действительно шедевр архитектуры и инженерии, персидская гениальность. Город был построен 1500 лет назад, как полноценная среда обитания, площадью 4 километра, а ведь в то время не было ни строительных машин, инструментов, картографирования, моделирования, была только человеческая изобретательность. А мы едем дальше. По пути мы остановились посмотреть на руины оборонительного замка под названием Фарзин. Это военная крепость из кирпича и глины, которую в более поздние века использовали как резиденцию. Здесь нашли клад монет периода сафевидов. Когда враг нападал, жители приносили свое ценное имущество сюда и со своими семьями прятались за толстыми 5-метровыми стенами. Говорят, что многие части крепости были разрушены после наводнения. По мнению исследователей, глина для строительства замка была извлечена из того самого подземного города, где мы только что были. Про это место в интернете даже на персидских сайтах очень мало информации, да и в целом долго здесь мы не задержались и продолжили свой путь. А сегодня у нас осталось еще одно место для посещения. Туда мы едем с какой-то женщиной, которую к нам отправил администратор отеля. Направляемся в пустыню Абу-Зейдабад. Это мой первый опыт, до этого я ни разу не бывала в пустыне, поэтому была в предвкушении. Нас привезли к самому началу пустыни, и мы отправились гулять по песчаным дюнам. Закатное, золотое время в пустыне. Вокруг ни души. Вот что значит не сезон. Ни квадроциклов, ни верблюдов, ни туристов с телефонами, ни продавцов закусок. Никого. Идеальная картина. Мы сейчас находимся в пустыне, и здесь просто невероятная тишина, которая даже может свести с ума. Нам очень повезло, что сегодня здесь просто нет никого, только мы. Но тишина очень давящая на уши, и если здесь ночью оказаться одному, наверное, сойдешь с ума. После города действительно было очень сложно адаптироваться к такой тишине. Даже наша сопровождающая была в шоке, что в пустыне никого не было. Неделю назад, говорит, когда она сюда привозила других туристов, здесь было очень многолюдно. В целом, мне очень понравилось. Незабываемый опыт. Так завершился наш второй день в Кашане. Сейчас вышли на улицы Кашана в историческом центре города. Очень жарко, но посмотрите, какая интересная система. Узкие улочки, и образуется вот такая вот полосочка тени. И человек полностью вмещается в эту полоску тени, что солнце на тебя не падает. Так как Кашан известен своими историческими традиционными домами, мы сегодня решили посмотреть самые известные из них. Сначала мы приехали в дом Табатабаи. Фамилия эта в Иране очень известна, и помню, проходила языковую стажировку в университете Табатабаи в Тегеране. Владелец этого дома занимался торговлей коврами. Все лепные узоры были вдохновлены узорами персидских ковров, цветами, птицами. Этот дом – отражение образа жизни богатых семей в XIX веке в Иране.
Его еще называют рай иранских домов, невеста иранских домов, здесь есть такой термин. Дом был построен в 1250 году по хиджре. Я посмотрела, это вроде бы 1835 год по нашему григорианскому календарю. Площадь 4730 квадратных метров. На строительство ушло 10 лет. Архитектура дома интровертная, исламская, таким образом, что интерьер дома или комнат не виден снаружи. Это интерпретация религиозной философии. Все направлено в одну точку и получает свет из нее. Украшен тот, кто смотрит внутрь, чтобы украсить внутреннее, а не внешнее. Кто тянется к центру Вселенной, то есть Богу, и не надеется на помощь посторонних. Архитекторы древней эпохи смотрели на дом как на человека, приносили красоту внутрь и скрывали ее от глаз посторонних. Здесь 40 комнат, 4 двора, 4 погреба, 3 ветроуловителя кондиционера и 2 водных канала для прудов и фонтанов. Самая красивая часть дома – Шох-Нешин, в ней 7 дверей. Цветное стекло придает зданию особую визуальную красоту. Дом состоит из внешней части, такой общественной зоны, и внутренней, закрытой зоны для женщин. Легендарная птица Хома часто встречается в декоративных узорах дома. Они выполнены в честь жены владельца дома, которую звали Хома. Хома – это райская птица счастья, как наш феникс, наполовину самец, наполовину самка, никогда не садится на землю, а ее тень приносит счастье людям на земле. Дом Табатабаи действительно одно из самых красивых произведений иранской архитектуры. Вторым самым известным историческим домом в Кашане является дом Буруджерди. Он был построен в 1876 году. История его строительства тесно связана с домом Табатабаи, который мы уже посетили. История началась с того, что Мехди Буруджерди влюбился в дочь Джафара Табатабаи. Пошли свататься. А отец девушки, который являлся одним из крупнейших торговцев Кашана и владельцем того самого особняка, сказал, что он даст согласие на брак, если у жениха будет дом, аналогичный его дому. Семья жениха приняла условия, и уже через несколько дней, совсем недалеко от дома отца невесты, они начинают строительство дома. Был нанят тот же архитектор. Стройка занимает много времени, поэтому брак происходит в условиях неподготовленности дома. Молодожены какое-то время временно проживают в доме отца невесты Табатабаи. Идут дни, месяцы, годы, но строительство не завершается. И вот так прошло 7 лет. Семья решила переехать в готовую часть дома, которая уже достроена. И только после 18 лет совместной жизни завершилось строительство. Находясь в Иране, уже привыкаешь к слову «шедевр архитектуры». Лепнина, картины, росписи – все это шедевры иранского искусства. Целый день можно рассматривать детали этого дома и их элегантность, поражаясь креативности и вкусу художников. Украшения каждой части дома рассказывают особую историческую историю. Генеральный секретарь ЮНЕСКО во время своего визита в Кашан представил дом Буруджерди как самый красивый исторический дом на всем континенте Азии. Большое внимание уделялось роду занятий владельца дома, что и было отражено на стенах. На потолке с помощью штукатурки и краски изобразили дизайн ковров Кашана. Дом построен на 2 этажах и имеет подвал, который выполняет функцию вентиляции и кондиционера. На крыше дома были построены очень интересные ветроуловители, через которые в жаркие дни прохладный воздух шел в подвалы. Недалеко от исторических домов находился небольшой рынок, в котором мы прикупили розовую воду на сувениры. В Иране очень много всяких эссенций, которые получают методом дистилляции растительного сырья. Все они называются арак. Самое интересное, что самодельный алкоголь, самогон по-нашему, здесь тоже называется арак, но к нему еще добавляется прилагательное «собачий». Получается как бы собачий самогон, что звучит как арак-саги. А мы в поиске ресторана традиционной кухни под названием Аббаси. Очень многие рекомендовали это место к посещению.
Ресторан тоже имел вид исторического дома и достаточно приятный интерьер. Мы обедаем в Кашане и пришли в очередной традиционный ресторан, Аббоси называется. Я так понимаю, что здесь и проживание возможно, и отдельно используется как ресторан. Что мы заказали? Я люблю заказывать традиционную иранскую кухню, так как я к ней привыкла, и она мне очень нравится. Я для себя заказала кяшки бодемджун. Бахрому мы заказали рис и шашлык из филе курицы. Я туристам не советую заказывать здесь блюдо кяшки бодемджун. Это такая намазка, изготавливается из баклажана. Но почему я ее не советую? Именно из-за кяшк. Кяшк – это кисломолочный продукт, который изготавливается из бараньего молока. И так как я знаю, что наши люди, многие даже баранину не любят из-за запаха баранины, то кяшк – это вообще продукт не для вас. Кяшк имеет ярко выраженный запах барана. Иногда, вы знаете, даже как будто зашел в хлеб в баране, честно. Я уже по истечении стольких лет, конечно, к этому запаху привыкла и могу даже сказать, что мне нравится. Но когда я сюда приехала первый год в Иран, я категорически не принимала этот продукт и не могла его кушать. Поэтому, уважаемые туристы, я вам советую не заказывать при посещении Ирана данное блюдо кяшки бодемджун. Немного отдохнув после экскурсии и обеда, поехали в самый знаменитый туристический объект этого города – сад Фина. Ему около 500 лет. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО, его также называют царским садом. Ну и представляете, в этот день мы туда не попали. По неизвестным причинам сад закрыли аж в 16 часов. И как другие недовольные посетители, мы только смогли поцеловать замок и уйти оттуда. Друзья, сегодня наш последний вечер в Кашане, и мы его решили провести на рынке. Мы ходили, это очень древний рынок, ходили, и вдруг мы вышли в эту очень красивую старинную часть. Я думала, что это какая-то мечеть, может быть, но нет, это рынок. Посмотрите, насколько красивая здесь архитектура, какие красивые потолки в виде купола. Очень-очень красиво, несмотря на то, что здесь очень жарко, нам очень нравится. Также хотела сказать, что, гуляя по рынку, хотела себе что-то приобрести. Я зашла в один магазинчик, где сказали, что этот пиджачок – это модель пиджака Ленина. Я ее примерила, мне очень понравилось. Вы знаете, лично я немного сомневалась, и меня какой-то страх постоянно преследует по поводу очень коротких вещей в Иране. Но я заметила, что девушки здесь без проблем носят короткие вещи, короткие туники. И очень часто мои туники намного длиннее, чем у иранок. Но я решила, фиг с ним, приобрету то, что носит местное население. Тем более мне понравилось. Но сама модель, то, что это модель пиджака Ленина, меня очень сильно удивила. Наверное, из-за того, что здесь предусмотрены карманы спереди. Но прикольно. Поэтому я приобрела для себя комплект и пиджачок, и шаль, которую я смогу носить также на своей родине. Друзья, здесь также мы видим, присутствуют, наверное, иностранные туристы. Вообще сейчас не сезон для туризма в этом регионе из-за жары. Сегодня мы это очень сильно ощутили, осознали. Градус кипения уже у нас нарастает, честно говоря. Устали за поездку в плане того, что не успеваем отдыхать. Но в целом я очень-очень довольна, что мы приехали сюда, в Кашан. У нас на 12 часов автобус, но муж сказал, мы должны обязательно посетить сад Фин в Кашане. Говорит, это самый главный объект здесь, достопримечательности, то место, в которое мы вчера не попали, и сегодня мы встали в 7 утра для того, чтобы раненько утром сюда приехать. Действительно, очень красивое место, и мне нравится, что сегодня вообще погода прям, пушка-бомба. Все небо затянулось, нету прямого солнца, и мы просто кайфуем. Огромное спасибо погоде за сегодняшний праздник для нас, потому что все-таки жара есть жара. Услышав название «Сад Фин», я думала, что оно имеет какое-то отношение к Финляндии. Оказалось, что нет. Фин – это название шляп, которые люди носили в этой местности в то время.
Изначально сад был известен как один из самых симметричных садов в Иране, но после разрушений и реконструкций симметрия была почти утрачена. Одними из важнейших причин популярности сада являются гидротехническое строительство и история мученичества Амира Кабира. Амир Кабир был первым премьер-министром Ирана во время правления Насера ад-Дина Шаха Каджара. История данного сада насчитывает примерно 500 лет, и данное место являлось очень значимым в истории Ирана, так как здесь произошли многие важные политические и исторические события. Друзья, с точки зрения архитектуры, сад Фин в Кашане входит в число 9 самых лучших садов Ирана. Одним из самых впечатляющих примеров водной инженерии в саду является кипящий пруд. Он имеет 160 отверстий. Вода выходит из 80 отверстий, а из оставшихся 80 опускается в пруд и через глиняные трубы течет к 12 фонтанам, заставляя их функционировать. Также данный сад был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но среди иранцев большую популярность и важность имеет то событие, что здесь был убит Амир Кабир. Как я уже упоминала, это был первый премьер-министр Ирана во время правления Насера ад-Дина Шаха Каджара. Данная личность очень популярна и любима иранцами. Амир Кабир предпринял множество шагов на пути к прогрессу страны, включая расширение внешних связей, создание постоянных посольств в Лондоне и Санкт-Петербурге, реформирование правительственных учреждений, развитие почтовых отделений и типографий. После убийства Грибоедова в Иране Амир Кабир, когда ему было всего 22 года, получил приказ отправиться в царскую Россию с Мирза Хосро, сыном наследного принца, чтобы извиниться. Во времена правления династии Каджаров Иран очень отстал в своем развитии, и Амир Кабир понимал, что Иран был лишен современных наук. Поэтому он отправлял студентов в Европу за очень большие деньги, а также привозил учителей из Австрии, Испании, Италии, Франции в Иран, где преподавали медицину, фармацевтику, горное дело. Он основал публикацию первой иранской газеты с внутренними новостями, назначениями и увольнениями. В то время в Иране была распространена преступность, такая как воровство и убийство, из-за чего женщины и дети не смели выходить из дома после захода солнца. Амир Кабир начал борьбу с этим, а также запретил ношение любого оружия. Одной из самых важных, но безуспешных мер Амира Кабира был указ о всеобщей вакцинации детей и подростков от оспы. Но из-за отсутствия поддержки со стороны народа из-за суеверий она не прошла успешно. Только несколько человек в Тегеране были вакцинированы, а многие покинули город либо прятались в цистернах с водой. Также он боролся со взяточничеством, сократил зарплату шаха и в целом регулировал налоговую систему и налоговое законодательство. Из-за сокращения льгот и отдаления шаха от родственников, придворные, а также мать шаха возненавидели Амир Кабира. Они стали убеждать шаха, что Амир Кабир хочет сместить его и захватить престол. Шах отстранил его от должности и сослал в Кашан, а 40 дней спустя Амир Кабир был убит в саду Фин. Амир Кабир просит в последний раз увидеть свою жену и детей, но ему в этом отказывают. Единственное, что ему дают право выбора, каким способом его могут убить. И Амир Кабир говорит, что банщик должен погладить ему вену на руке, чтобы он умер медленно. И за моей спиной мы можем увидеть именно данную сцену, что банщик гладит вену на руке Амир Кабира. Но убийцы не хотели ждать медленной смерти Амир Кабира и должны были быть уверены, что он умер. Поэтому его задушили тканью. Для того, чтобы вернуться в наш город, необходимо было ехать транзитом через Исфахан и там пересаживаться на автобус до Харамабада. Но что-то пошло не так. Приехали мы из Кашана на терминал в Исфахан. У нас буквально там было 10 минут стыковка между автобусами. На всех парах прибежали, чтобы нам распечатали билет в кассе, и тут узнаем, что наш автобус из Исфахана в Харамабад отменен. Причем таки это настолько спокойно себе сообщают. Потом, то есть, я не знаю, вообще в таком шоке нахожусь, потому что нам автобус только на завтрашний день они готовы предоставить, получается. А что нам делать этой ночью? Мы вынуждены искать гостиницу, оплачивать, нести расходы, которые у нас были не по плану. То есть, и так это все нормально. Говорит, а мы вам звонили. Ну и что ты мне звонил в час?
а отправление в 14:45 должно было быть по плану. И что? Я говорю, так мы здесь путешествуем. Я говорю, мы из Кашана приехали. Я говорю, почему я должна нести расходы за отель на эту ночь? А у нас автобус сломался. Ну, простите, а кого это волнует? Вот так вот и с таким спокойным видом мы сейчас ищем, где нам переночевать в Исфахане. Настроение на нуле, как бы, и вообще, потому что эта ночь, она такая, ну, разбитая, ни туда, ни сюда, это просто выброс денег. Уже сейчас тоже полдня прошло, чисто отдать деньги за то, чтобы где-то переночевать, и завтра ехать никаким опять на терминал, и вообще жизнь какая-то.